Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и сегодня поговорим, не о пидорасах, в этот раз не о пидорасах, а поговорим про эпики из сборной Испании, которые добавили у нас в четверг. Собственно, дали нам по одной бесплатной крутке этого пака, некоторые люди даже на халяву смогли кого-то поймать. Поэтому я хотел бы поговорить с вами, ну и показать вам, как бы я их прокачивал и на что бы максимально пытался уделить внимание, так сказать, на чем сосредоточиться при прокачке той или иной карты. Нахожусь я на сайте eFootball Database, очень удобно, ну, во-первых, просто прокачку раскидывать удобно, во-вторых, вы видите в правом углу, сразу показывает, какого рейтинга он будет, на какой позиции по этим статам. В общем, я думаю, здесь все понятно, такие скрины в свой телеграм я уже кидал, ссылки на него в описании, в закрепленном комментарии, там же личка моя, если ты хочешь задонатить, собственно, эпиков с российских карт на мобилочку. Ладно, Хаби Алонсо. Значит, у нас первый, 35 уровней прокачки он имеет, то есть 68 статов есть у него на раскидать. Имеет он стиль дирижера, мы сразу же отмечаем на первом уровне, у него классный пас низом и классный пас навесом. То есть в пас можно вкидывать не так уж много, они и так хороши. Плюс у него хорошие штрафные, плюс у него хорошая подкрутка и у него хорошая сила удара, в принципе, для опорного полузащитника уж точно. При этом он не особо умеет защиту, но дирижер у нас это распасовщик. Значит, смотрите, как бы я раскидывал статы. Ну, во-первых, для того же опорного полузащитника важны, в принципе, все статы, кроме завершения. То есть, изначально я бы все эти статы поднимал по 4, а дальше бы уже смотрел, куда можно остальные очки раскидать. Закидываю я все по 4, кроме ударов. Удары, как вы понимаете, да, у него улучшится подкрутка и, собственно, штрафные, но при этом умение атаковать 71 и реализация 67 здесь хоть вкидывай, хоть не вкидывай, оно будет говёно. Поэтому удары я бы не трогал совсем. Как вы видите, сейчас у меня карта рейтинг 89, а на центральном полузащитнике он считался бы как 90. Итак, что мы имеем? 44 стата у нас еще есть на разбросать. У нас потрясающий пас и, в принципе, отличная сила удара. В общем-то, все. Скорость и ускорение, беда, печаль, если честно, у Хаби Алонсо, и особо их здесь не выправить. Ну вот я вам честно скажу, лучше потратить статы в какие-то более полезные навыки. Так как он опорник, еще 4 стата я закидываю в защиту. 91 он становится, и 91 тоже на центральном полузащитнике. Также я добавлю 4 стата в дриблинг, потому что дриблинг для любого полузащитника важно, он у него печальный, нужно хоть как-то его пытаться выправить. Итак, что мы имеем? 28 статов у нас есть еще на раскидать, и чуть-чуть мы улучшили защиту, хотя, конечно, агрессия 70 это очень мало для игрока на позиции опорного полузащитника. Улучшать ли ему ускорение? Да, я, наверное, улучшу ему еще на 4 ускорения, и на 4 я ему улучшу скорость, то есть скорость я ему улучшу, чтобы больше была выносливость, сейчас стала у него выносливость 78, как вы видите, а ускорение я ему улучшил, чтобы у него стал хоть чуть-чуть получше баланс, и он более-менее нормально мог разворачиваться. 12 статов у нас осталось, то есть, по сути, 8 еще можно впихнуть, какую-нибудь четверку поднять на 4. Поднимать пасы, ну, не знаю, мне кажется, с ними все и так хорошо. Поднимать... как он называется? Ну, физическую силу, да, Ариэл Стрэндж. Но у него что прыжок, что игра головой, как бы и так все с ними не очень. Корпус тоже особо не блистает. И нужны ли здесь эти статы или нет, я, если честно, не знаю. Наверное, стоит его тогда по максимуму упороть в пас. Мы поднимаем вот еще пас на 4. И 4 стата остается, которые можно, в принципе, вкинуть в удар, если вам прям сильно хочется. Но, сами понимаете, особо картины это не исправит. Да, будут лучше штрафные, да, будет лучше подкрутка, ну, такое себе. Поэтому я бы, наверное, все-таки вкинул в корпус и... игру головой и прыжок. Вот такая вот карта 94 у меня бы получилась. По статам, как вы видите, вот так вот они разбросаны. И на центральном полузащитнике он фактически бы имел рейтинг 96. Тут что у нас получилось? Великолепнейшие просто пасы, хорошая подкрутка, хорошие штрафные, отличная сила удара, вроде более-менее какая-то физуха, и вроде более-менее он будет уметь защиту. Я бы раскидывал так. Идем дальше. Фернандо Торрес, 37 уровней он имеет, то есть 72 стата у нас будет на раскидать. Сразу отмечаем, что пасы у него говёные, трогать мы их вообще не будем. С дриблингом у него тоже проблемы, но его придется, конечно, поднимать. Итак, изначально поднимаем удары на 4, дриблинг на 4.
Ускорение на 4, конечно же, скорость на 4, физуха тоже 4, ну и защиту не трогаем, зачем? Защита у нас центральному нападающему. 52 стата остается, рейтинг 88 на данный момент. И смотрим, что же у нас здесь хорошо, что плохо. Ну, во-первых, меня просто ужасает ускорение у Торреса. Торрес, блин, был быстрый очень игрок. Мы подняли на 4, а ускорение у него 76. Само собой, ускорение поднимаем на 8. Да я бы, наверное, на самом деле даже до 12 поднимал бы, потому что, ну, совсем беда, печаль. Так, хотя бы ускорение 84 и умение атаковать 89. Точно так же хотя бы на 4 еще поднимаем скорость, потому что 85, чтобы была обычная скорость, плюс хотя бы 76 выносливости. Ой, баланс 77. Блин, что-то они центральных нападающих делают, если честно, хрен пойми какими. Дриблу. Но смысла ее трогать я, если честно, особого смысла не вижу. Давайте, наверное, поднимем до 8 удары. Реализация в любом случае важна у нас для центрального нападающего. И у нас остается 16 очков. Можно еще больше постараться упороться в ускорение. Можно немножечко все-таки поднять скорость. Давайте, наверное, скорость тоже догоним до 12. Вот так вот. 4 очка у нас остается, 95 рейтинга Торрес получается. Итого у нас отличная сила удара 91, 84 ускорения, 89 скорости, 89 умения атаковать и 80... сколько там? 86 завершения, да? И 4 стата у нас остается, которые, ну, можно вкинуть в пас, но особо оно, конечно же, роли никакой не даст. Можно вкинуть в удар. То есть добавить еще единичку к финишингу. Можно вкинуть, добавить единичку, допустим, в ускорение. Но, как вы понимаете, тут тоже особо ощутимо это не будет. Или же добавить 2 единички вот сюда. Наверное, я так и сделаю. То есть поднимем ему прыжок, игру головой и корпус. Вот такая получилась у меня прокачка Торреса. 95 он вышел на максимуме. Итого, классное умение атаковать, реализация. Все вполне неплохо со скоростью, ускорением. Отличная сила удара. И, в общем-то, более-менее с выносливостью. Вот Торреса я бы прокачивал вот так. Ну и Иньеста, наверное, самый интересный у нас товарищ. 28 уровней он имеет прокачать. 54 стата нужно будет раскидать. Кстати, хочу обратить внимание, что здесь вот есть вот такие вот карточки Иньеста, да. И раньше Иньеста у нас было атакующим полузащитником, а этот Иньеста стал креативным плеймейкером. И вот атакующим полузащитником он, наверное, был бы получше. Так, шутинг я пока бы не трогал, поднимаем по стандарту. Пасы, дриблу на 4, ускорение на 4, скорость на 4. Так, на 4 поднимайся, не на 3, на 4. Физуху не трогаем вообще, защиту не трогаем вообще, ну потому что посмотрите на его физику, тут ее ничем не исправить, как и защиту. То есть у нас вот эти вот 4 основных стата, с которыми мы будем работать. Финишинг, ну наверное, давайте удары тоже поднимем на 4, в принципе, скорее у меня Иньеста играл бы на позиции атакующего полузащитника, а не центрального, вот, потому что... Ну, там он смотрится реально поинтересней, как мне кажется. Итак, у нас и так классный пас низом, пас навесом. У нас все хорошо с дриблой, ее можно, в принципе, не трогать. У нас все плохо со скоростью и ускорением. Вот прям очень плохо со скоростью и ускорением. Поэтому я бы скорость еще поднимал на 4. И ускорение бы тоже еще поднимал на 4, вот так вот, до 2 восьмерок минимум, чтобы было 80 ускорения, 70 скорости. Великолепный баланс он имеет, 94 и выносливости 80, ну, маловато, ну а что поделать, не мы такие, жизнь такая. Дальше. Пасы, ну, они и так хороши. Можно, конечно, их упороть еще лучше. Дриблинг, он и так хорош. Тоже можно упороть лучше. Давайте, наверное, 2 единички кинем еще на пас и 2 единички кинем еще на дриблинг. Получим здесь вот такую вот красивую бирюзовую красоту. И у нас Иньеста уже 95, и 10 статов у нас есть еще на разброс. Можно, конечно, поднять на 4 защиту, на 4 корпус, физику и игру головой, но оно особо никакой роли не сыграют. Поэтому дальше решайте для себя, что для вас важнее. Можете поднять дриблу, можно поднять пас. Давайте я так и сделаю. Еще на 2 дрибла и еще на 2 поднимается пас. Остается у нас всего лишь 2 навыка. И вот такие вот них просто офигительные статы в дриблу и пас мы имеем у Иньесты. 2 навыка, ну, наверное. Да давайте в конце концов поднимем удар, почему бы и нет, удар до 5. Он тоже кое-как бьет штрафные, плюс у него будет аж 87 подкрутки. Итого, 96-й получился у меня Иньеста, но обратите внимание на поле справа. На атакующем полузащитнике он имеет рейтинг 99, то есть по сумме этих статов...
этот парень на атакующем полузащитнике будет играть как 99-й, и к этому я и стремился. Вот такая вот раскидка у меня по игрокам, можете поставить на паузу, сделать скриншоты, как я раскидывал статы, надеюсь, я доступно объяснил, почему я именно так раскидывал статы, вот, и надеюсь, это видео было вам полезным. На этом прощаюсь, далеко не разбегаемся, все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии, с тобой был Морж, до новых встреч, пока-пока.